Я рада приветствовать всех сегодня на бесплатном вводном уроке. Сегодня вы научитесь строить свою натальную карту и узнаете, что такое элемент личности, сами отыщите его в своей натальной карте и, конечно, научитесь строить и находить натальную карту своих друзей, близких и знакомых. Зачем нам с вами это надо? Давайте честно, сегодня те, кто меня смотрит, то есть вы, пришли сюда не случайно. Наверняка вы где-то нашли информацию о том, что такое китайская метафизика, и вам стало абсолютно интересно, а как это может влиять на меня, а что я могу с этого получить, кто в конце концов такой я, согласно китайской метафизике, согласно древней науке, как раз таки наука, не побоюсь этого слова, которая принимает во внимание не что-то заоблачное и то, что нельзя пощупать и увидеть, а как раз-таки все то, что окружает нас, то есть природные энергии, которые заложены в нас при рождении. Давайте сегодня буду кратко, чтобы четко и по инструкции вы смогли построить свою натальную карту. Что нам дает натальная карта? В ней заложены 8 иероглифов. Представляете, всего лишь 8 иероглифов, которые говорят нам о качестве характера, о потенциале человека, о его сильной, слабой стороне, о бизнесе, построении своих рабочих процессов так, где мы можем извлекать больше денег. Да, друзья, китайская метафизика – это как раз-таки не просто какая-то в кавычках астрология, как многие ее считают, а именно система. Бадзи – это про землю, это не про небесные тела, как, например, фэн-шуй, это не про звезды, а про человека, про проживание человеком на земле и путь жизненный складывается из чего? Из отношений, из качеств того характера, который преобладает у нас, и как раз-таки выстраивание отношений, неважно, с близкими, с мужем, с женой, с детьми и, естественно, самореализация в работе, то есть финансовая сторона. Вот про это все Бадзи, китайская система, про которую мы сегодня с вами и говорим. И давайте так. Я сейчас буду говорить инструкцию, вы записывайте, ставьте на паузу. И первое, с чего нужно начинать, это, конечно, с построения натальной карты. Сейчас очень много классных калькуляторов, электронных калькуляторов, которые автоматически считают и настраивают как раз-таки карту натальную. Но вообще специалисты, консультанты делают это все вручную. Почему? Потому что все-таки машина это есть машина, и 1% из 100 существует погрешности, где машина может накосячить, и натальная карта будет построена не та, которая необходима. Но все же этой машине можно доверять, еще раз повторюсь, 99% она верная. Поэтому забиваем в сети интернет Бадзи, калькулятор Бадзи. У вас появится перед глазами очень много разных калькуляторов. Выбирайте абсолютно любой. Перед вами появятся поля, которые нужно заполнить. Какие нужны для этого данные? Вот здесь, внимание, в обязательном порядке нам нужны час, день, месяц и год вашего рождения. Поэтому, если здесь вы не уверены в своем часе, а поверьте, даже бывает, что у людей стоит не тот день своего рождения, то тут нужно уточнять у мамы, папы, бабушки, дедушки, ближайших родственников, когда конкретно вы родились. Дальше в обязательном порядке заполняем город, то есть место вашего рождения. Это тоже очень важно, потому что не просто так нужны эти данные. Как я уже говорила, китайская метафизика – это наука, и здесь нужны точные данные для того, чтобы рассчитать тот период и момент времени, в который родился человек. Я не знаю, кто-нибудь из вас, может быть, уже видел
тысячелетний китайский календарь, то вот там прошито каждый день. Мы можем наблюдать каждый месяц, каждый год на много-много лет вперед. Как-нибудь в обучающих роликах я вам дальше потом покажу этот уникальный календарь, где действительно, представляете, насколько вперед, то есть тогда еще даосские монахи могли просчитать наперед все дни, которые содержат в себе некую энергию и некоторую, скажем так, систему, алгоритм для прогнозирования будущего. Но к этому мы потом еще вернемся. Я буду продолжать бесплатные уроки, так что не переживайте, все давайте постепенно и последовательно. Итак, мы поняли, что заполняя данные, нужно не ошибиться. Еще раз переспросить свой час, день, месяц, год и место рождения. Когда вы все это внесли, дальше появится поле, либо сразу это будет в поле, обязательно ставим пол, мужской либо женский. От этого тоже влияет много, потому что расчет идет для мужчин и для женщин по-разному. Заполнили данные, нажимаем «Рассчитать». И вот наступает такой волнительный момент, когда перед глазами у вас появляется некая такая таблица, состоящая из 2 рядов, верхний и нижний, в которой расписаны, показаны иероглифы. И вот здесь, друзья, давайте я сделаю такую ремарку. В этих 8 иероглифах, кстати, и переводится эта натальная карта как Ба – это 8, Цзы – это иероглифов. То есть 8 иероглифов Ба, Цзы. В этих квадратиках, где написан час, день, месяц, год, заложена кладезь информации, по которой мы с вами можем видеть, как я уже говорила, качество характера человека, его потенциал, сильные и слабые стороны, и спрогнозировать, конечно, события. Смотрите, вообще в китайской системе существует 5 таких отправных точек, на которых строится система, в частности, Бадзи. По факту это 5 энергий. Я буду называть это ци, либо энергии. Что такое эти 5 энергий? По факту это стихии, это природные элементы, которые мы можем с вами наблюдать в повседневной жизни. В частности, это и есть смена сезонов. Весна, лето, осень, зима. 5-й элемент здесь идет как в принципе такой некий центровой, когда все заключено на Земле. То есть Земля это все соединяет. Представляете, какая здесь крутая возможность наблюдать за собой со стороны и увидеть ту классную, важную такую информацию о себе самом и взглянуть на себя со стороны. Итак, мы видим натальную карту, в которой есть 8 иероглифов. Эти 8 иероглифов могут быть в качестве воды, дерева, земли, металла, либо огня. Чего-то будет преобладать, что-то будет отсутствовать. Это нормально. И вот уже на этом этапе, когда мы с вами рассчитали натальную карту, вы можете точно уже сказать, какой энергии не хватает, а какая находится в избытке. И как раз на следующем бесплатном уроке я буду давать расшифровку элемента личности по стихиям. Присоединяйтесь. Итак, мы с вами построили натальную карту, увидели эти замечательные красивые иероглифы. Важное правило. Следующим пунктом мы ищем свой элемент личности. Что такое элемент личности? Мы с вами, как я уже сказала, уникальны и индивидуальны. И вот от того, насколько у нас каждого своя энергетика и свой потом уже характер накладывается как раз-таки на элемент личности, через элемент личности. В верхнем
ряду мы с вами ищем квадратик с иероглифом в дне. Посмотрите, пожалуйста, внимательно и пишите, делитесь в комментариях, какой у вас там значок. Все значки подписаны. Вам не нужно учить китайские иероглифы, вам только достаточно прочитать в калькуляторе, какой там стоит иероглиф. Например, земля – ян, либо вода – инь, или огонь – ян. Понятно, да? Этот квадратик, этот иероглиф мы берем за основу. Запомните его, выпишите его себе. Как я уже сказала, в следующем бесплатном уроке я дам расшифровку элемента личности по той стихии, которая у вас находится в этом замечательном квадратике. И третий момент. Смотрите, вы увидели приписку ян или инь. Что такое ян, что такое инь? В этом своем квадратике в элементе личности и в принципе во всей карте вы можете разглядеть, что написано. Например, вода ян, земля инь, металл ян и так далее. То есть разделение самой стихии, например, металла, на янскую либо иньскую полярность. Всем нам с вами знаком значок инь-ян. Это не только о том, черное или белое. Это как раз говорит в китайской метафизике о том, что во всем, в человеке, в пространстве, в любом объекте и субъекте происходит движение и смещение черного на белое. Переход от ян к инь и наоборот, от инь к ян. Давайте теперь вспоминать и давайте с вами раскроем, что такое метафизика. Мета – это то, что мы с вами знаем, что существует, но не можем пощупать, а физика в данном контексте принимается как законы о природе. Ну, например, волны, световые волны, да? Энергия движется по такому графику вверх-вниз, вверх-вниз. И всегда, запомните, всегда энергия волновая, то есть она идет волной. Отсюда у нас с вами взлет и падение, полоса белая, полоса черная. Не бывает просто по-другому, когда ты в какой-то одной позиции и все остальное не меняется. Слушайте, давайте даже в жизни. Мы с вами, если, например, как руководитель, да, я на работе в одной позиции, мне приходится и увольнять, например, сотрудников, там, где я должна быть абсолютно такая жесткая, правда? А когда я прихожу домой, и у меня есть роль еще мамы, я становлюсь совершенно другой. То есть здесь меняются эмоции, здесь меняются или дополняются качества характера. То есть мы с вами многогранны. Я не могу всегда и везде быть доброй. Я не могу всегда и везде быть злой. То есть эта смена волновой энергии, она происходит всегда и везде, в человеке и в пространстве. Об этом этот значок инь-ян. Соответственно, наша с вами рассматриваемая стихия, вода, огонь, земля, металл и дерево, она тоже имеет полярность, либо янскую, либо иньскую. И это тоже имеет значение на наше качество характера, на наше поведение и на наше с вами мышление. А от того, как я думаю, так я по жизни и действую. Так, если мы в своем квадратике увидели, например, земля ян, значит вы с элементом личности земли ян. Либо вода с элементом личности инь. Важности, все, которые хотела я вам сегодня проговорить. Вы научились сегодня строить свою натальную карту. И вы теперь не новички. Пожалуйста, рассчитывайте свою натальную карту. Делитесь со мной в комментариях, какой элемент личности у вас получился, какие элементы присутствуют, какие элементы отсутствуют. 5 стихий: вода, дерево, металл, земля и огонь. Не зная бадзи, вы сейчас самостоятельно только по цвету
можете в своей натальной карте определить, каких элементов больше. То есть, например, если там много коричневого элемента, коричневых иероглифов, это говорит о том, что преобладает энергия Земли. Если отсутствует, например, из этих пяти энергий отсутствует две, вода и огонь, значит, это отсутствие элементов. То есть мы будем опираться на те элементы, которые присутствуют в карте. Для дальнейшего разбора, поверьте, вам это очень пригодится, и понимание в первую очередь себя и своих качеств характера. Ну что, ребят, я вас поздравляю. Вы научились строить натальную карту, научились находить свой элемент личности. Обязательно приходите на мои прямые трансляции, на мои прямые эфиры и смотрите другие видео. Как раз таки вам будет немножко понятно, о чем я говорю. Приглашаю вас подписаться и ставить себе напоминания, чтобы не пропускать не только бесплатные уроки, но еще и мои другие видео. Все, друзья, обнимаю, до новых встреч!